В естественной среде обитания бурый медведь обычно не проявляет беспричинной агрессии и старается держаться подальше от человека. Это мощное и внушительное животное предпочитает тишину лесов и уединение. Однако стоит ему почувствовать опасность или оказаться загнанным в угол, как мирный облик мгновенно сменяется яростью. Тогда перед людьми предстает не просто дикий зверь, а стремительный и крайне опасный хищник, способный действовать молниеносно. Именно поэтому, когда в одном из жилых районов штата Флорида был обнаружен медведь, сотрудники полиции не могли медлить ни секунды. Любое промедление грозило трагедией. Столкновение диких животных с городской средой редко заканчивается благополучно. Чаще всего страдает либо человек, либо само животное. В подобных ситуациях единственным относительно безопасным способом нейтрализовать зверя остаются специальные дротики с транквилизатором, позволяющие временно усыпить его и затем вернуть в дикую природу. Но на этот раз события развивались по непредсказуемому сценарию. Выпущенные дротики достигли цели, однако препарат подействовал не сразу. Почувствовав укол и усиливающуюся слабость, медведь в панике ринулся прочь и устремился к ближайшему озеру. Инстинкт гнал его к воде, возможно, в поисках спасения или укрытия. Когда транквилизатор наконец начал действовать в полную силу, зверь уже оказался в глубине водоема. Сила покидала его стремительно. Лапы тяжелели, движения становились все медленнее и неувереннее. Огромное тело постепенно погружалось в воду. С берега стало очевидно, если ничего не предпринять, животное утонет. И тогда на помощь неожиданно бросился человек, для которого спасение дикой природы не просто профессия, а призвание. Биолог Всемирного фонда дикой природы Адам Варвик не стал раздумывать. Осознав, что медведь теряет способность держаться на поверхности, он прыгнул в озеро. Позже многие говорили, что в тот момент им двигал чистый адреналин. Ведь даже находясь под действием транквилизатора, хищник оставался потенциально смертельно опасным. Малейшее резкое движение, инстинктивный взмах лапой, и спасательная операция могла закончиться трагедией уже для самого Адама. Однако риск был оправдан. Когда Адам подплыл к медведю, стало ясно, что тот почти полностью парализован. Задние лапы отказали, голова едва держалась над водой. Без немедленной помощи он бы не продержался и нескольких минут. До берега оставалось больше 15 метров. Расстояние, которое в обычной ситуации не показалось бы серьезным, но сейчас превратилось в настоящее испытание. Вскоре к месту происшествия подоспели спасатели на лодке. Но возникла новая проблема. Массивное тело медведя оказалось слишком тяжелым, чтобы быстро и безопасно затащить его на борт. Каждая попытка грозила перевернуть лодку. Времени на сложные маневры не было. Животное продолжало терять силы. Тогда Адам принял решение действовать самостоятельно. Он обхватил парализованного зверя и, превозмогая усталость, начал медленно плыть к берегу, удерживая его голову над водой. Это требовало колоссальных усилий. Мокрая шерсть утяжеляла тело, а сопротивление воды замедляло каждое движение. Казалось, что время растянулось до бесконечности. Каждый метр давался с трудом, каждая секунда ощущалась как вечность. Наконец их ноги коснулись дна. Общими усилиями спасателей медведя вытащили на сушу, где специалисты продолжили наблюдать за его состоянием, пока действие препарата полностью не стабилизировалось. Спустя время, когда зверь пришел в себя, его перевезли подальше от жилых районов и отпустили в естественную среду обитания. Перед расставанием Адам успел бросить на медведя долгий взгляд, возможно, мысленно попрощаться. В этот день хищник получил второй шанс на жизнь. И все благодаря человеку, который не испугался ни силы, ни возможной опасности. Не каждый решился бы на подобный шаг. Один единственный удар мощной лапы мог стоить ему жизни. Но иногда смелость — это не отсутствие страха, а готовность действовать несмотря на него. И в такие моменты действительно хочется повторить слова «безрассудству храбрых мы поем славу».